Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать о Xiaomi-шном супердевайсе. Это Redmi K50 Gaming Edition. Это фактически Poco F4 GT, 120 Гц, уже допиленная по максимуму оболочка. Великолепно можно играть, великолепно можно снимать. Съемка ведется, разумеется, на него, притом микрофоны его родные. Ветер довольно сильный, вы видите по волосам, с одной стороны. С другой стороны он справляется. 4К 60 FPS свободно, по экрану он прямой, играть классно, есть свои минусы, есть свои плюсы. Не забудьте поставить лайк, смотрите примеры съемок, фото будет много и видео. И девайс реально хорош, за свои деньги он топ. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в черно-серой коробке с красными вставками, названием модели и краткими характеристиками. Пакинг стандартный и ничем не привлекательный, но хорошо, что смартфон пришел целым, как и коробка. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота для сим-карт, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель для зарядки с Г-образным USB Type-C, что, к слову, по мне очень удобно. Блок питания на бодрых 120 Вт и сам смартфон. Защитная пленка на борту. Слот прорезиненный на 2 сим-карты, карту памяти запихать нельзя. Весит K50G 213 граммов. К слову, в версии Global он идет без приставки G. И, к слову, еще раз повторяю, что глобалка есть на него. Просто у меня смартфон не перепрошит. А сейчас на Али продаются перепрошитые на Global. Значит, там будет русский язык. Габариты 162 на 77 на 8,9 мм без блока камер. Вместе с ними 10,4 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, нас там уже 81 тысяча человек. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в черной, серой и голубой расцветке. Дизайн в сером цвете мне очень зашел. Выглядит смарт, несмотря на то, что он является игровым, даже очень стильно. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамки алюминиевые, а с фронтальной части он покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В руке без чехла лежит удобно, но выскальзывает. С чехлом дела обстоят, разумеется, намного лучше. Материалы не особо марки, сборка отличная, как и качество материалов. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что вообще не радует, но мы уже привыкли, ко всему этому второго разъема нет, как, к примеру, у тех же Asus. Правда, и стоимость смарта этого в 3 раза меньше. Далее есть микрофоны, 4-ядерные, основные динамики и один разговорный. Звучание здесь полноценное стерео, настроено совместно с JBL. Dolby Atmos на борту с предустановками и кастомным эквалайзером, как и сертификация HRS Audio и HRS Audio Wireless. Мне звучание понравилось, громкости достаточно, звук объемный, я бы даже сказал лучше среднего, но не топовый. ИК-порт есть, а вот мини-джека нет, и это минус, потому что все-таки это игровой смартфон. По идее, на проводах бы было интересней. Также мы имеем 2 всплывающих магнитных триггера версии 2.0, они механические, за что от меня отдельный плюс. Я люблю механику. Их можно настроить в настройках на смартфоне, во время игры использовать их довольно удобно, но нужно привыкать. Официально смартфон не имеет класса водонепроницаемости, топить я его не буду. Redmi K50G оснащен дисплеем Mate A+ OLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 395 ppi, широкая цветовая гамма DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1. Поддержка HDR10+ на борту, как и технологии MEMC и защита зрения от шима. DC-диминга я не нашел. При прямом попадании света на экран яркости слегка не хватает, лично мне вглядываться не приходилось, но использовать на улице его затруднительно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, тач на 480 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы, разумеется, наблюдаете на экране, в целом результат хороший. Показатели шима, еще раз повторяюсь, не мрачные, мне экран очень понравился, под разными углами прям классно выглядит. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения, так как установлен датчик внешнего освещения на 360 градусов. Полноценный Always On дисплей на борту, мультитач, разумеется, есть, и экран откликается на 10 пальцев без труда, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает шустро, промахи бывают, но редко. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом, но небольшим. Зарегистрировать биометрические данные можно до 2 лиц, что удобно, подбородок узкий, его и незаметно, можно сказать. Экран в целом отличный, повторяюсь, как для игр, по мне однозначно подойдет. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1,
8 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Qualcomm Adreno 730, интерфейс доступен на английском языке, операционная система MIUI 13 и Android 12 версии. Повторяюсь, есть глобалка, но у меня китайская версия. В китайской версии русского языка нет. Оперативная память LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1, и это класс. И на выбор 128 и 256 гигабайт, а вот это не классно. Почему? Потому что мало для игрового смарта. Карточек памяти-то сюда не запихать. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 Ultra, поддержка 5G сетей и 4G, есть 7 бенды, а 20-го нет. Но это тоже не критично. Тем не менее, звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают хорошо, датчик приближения не подводил, вибромоторчик по оси X сверхширокополосный, довольно хороший. Настроить уровень тактильной отдачи можно. Bluetooth версии 5.2, GPS-тест показывает точность 3 метра при условии, что рядом есть высотки. И для Qualcomm это максимум и стандартно. Емкость аккумулятора 4700 мАч, PC-марки выдал 5 часов 11 минут, максимальная яркость, 120 Гц экрана, игровой смарт, чего вы хотели. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания по моим тестам в среднем за 19 минут, что прям очень быстро. Беспроводной зарядки нет. Поедает за час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi 9% заряда, в Genshin Impact улетает за час 22%. Играть в целом комфортно, яркость смартфон не понижает, не перегревается, но изредка проскакивают фризы. Конечно же, в легкие игры можно играть без проблем, как и в тяжелые. В стоке имеется достаточно много функций для любителей поиграть. В первую очередь прелесть это, конечно же, триггеры. Смартфон тротлит, что заметно по тротлинг-тесту 172 гипса в минимальной максимальность 301, в среднем 201 гипс на 100 потоках при 30 минутах в холодную. Во второй раз результаты не лучше. В Geekbench 5 в синглкоре 1142, в мультикоре 2727, 3D Mark показал Wildlife 5376, Wildlife Extreme 2134, Wildlife Stress Test 5432, Wildlife Extreme Stress Test 1547, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, по максимуму. Вантуту выдал результат 899 тысяч попугаев. Можно округлять до 900 тысяч, правда? Storage тест показал очень приличный 67 779 баллов. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеальный, результаты вы видите на экране. Результаты искусственного интеллекта также видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки в виде молнии. Отмечу, что блок камер имеет ненавязчивую подсветку, которую также можно настроить в настройках. Основной сенсор Sony IMX686 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и 2-мегапиксельный макрообъектив. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. К сожалению, 120 FPS недоступна. Цифровая стабилизация на борту, а вот оптической стабилизации нет. Фронтальный сенсор Sony IMX596 на 20 мегапикселей находится в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Я люблю сбоку, хотя много разных блогеров любят как раз по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоковой камере имеется более чем достаточно различных режимов для фото, видеосъемки, режим Pro, ночная съемка, замедленная, панорама и так далее. Фронтальный сенсор ничем не примечательный, а основной в целом справляется хорошо. Короткие примеры, разумеется, вы сейчас увидите. Ночь, основная камера, 4К 60 FPS. Смотрим, как работает автофокус. Темный объект с темными объектами. Ну, вообще молодец. Был. Ну, он передумал. Переключается, видите, довольно, если близко не подставлять, вот, допустим, так и так, уже сложно, видите? То есть нужно виртуально помогать ему. Давайте плавненько. Как мне говорят, представь, что ты стабилизатор с 2 руками. Вот представил, ночь, народ снимает всего чего. Одной руки, 4К 60 FPS, салют, Паттайя, и это была Канада. И я, по сути, не успел. Будет еще один салют. А нет, успел. В одной руке К50 Pro, К50, во второй руке с бедного Джума Pixel 7 Pro. И сейчас наблюдаете салют. Снимаю, получается, с 3 устройств. Ну, 2 основных, это Sony FX3. Вы увидите на Live канале, как это дело справилось. И вторая, разумеется, это картинка с Pixel 7 Pro. Вполне возможно, что полностью тоже его выгружу. 4К 60 FPS, тест автофокуса. Раз, два, три. Pixel 7 Pro, посмотрите, обзор недавно был на канале, автофокус намного медленнее. Хотя вот сейчас, хоп, он просто не поймал. Похвалил, называется, да? Нет, быстрее, быстрее. Ультраширик только на 1080p 30 FPS, но не критично, хотя я вижу фризы лютые при съемке. 1080p 60 FPS, фронталка, магазин, и я вижу все равно шумы.
То есть особо на нее не будем рассчитывать, правда? 4К, 60 FPS, основная камера. И вот так при смене освещения с искусственным освещением будет отрабатывать автофокус. Раз, два, три. Хорошо отрабатывает. Микрофоны вы слышите, все остальное тоже слышите и видите. Немного картинка подтормаживает, но в целом проблем не вижу вообще никаких. И X6. Еще немного 4К 60 FPS. Один токен, то есть 100 рублей такая игрушка. Если, допустим, здесь брать один токен 50 рублей, два токена, ну, примерно 100 рублей рандомно выпадают такие штучки. Интересно. 4К 60 FPS и абсолютно нестандартный тест. Съемка с одной руки. Как успевает фокусироваться смартфон. Не знаю, как микрофоны отрабатывают, по мне точно не особо хорошо. Немного фронталки в тех же условиях, лучше так не делать, телефон вылетит слишком быстро. Ну, фронталку в темноте нет смысла мучить, вы сами видите, что при плохом освещении она толком не снимает. ТЧК. Максимально неприятные условия, максимально неприятная картинка в итоге. Тест работы фронтальной камеры K50 Gaming Edition в лифте. И вы видите, что освещение здесь, конечно, не лучше, с одной стороны, с другой стороны, смарт тоже не лучшим образом справляется. Но это смотря как смотреть. Есть съемка, лицо видно. Что еще надо, правда? Минусы: USB Type-C версии 2.0, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет мини-джека, и по большому счету это не супер свежая модель. Я повторяю, что 9 месяцев назад я на дорогую версию данного смарта делал обзор, но она стоила ровно в 5 раз дороже. И сейчас самая актуалочка, это цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, притом на Али китайской версии я сейчас почему-то не нашел, но перепрошитый Китай на глобалку стоит меньше, чем Poco не во время распродаж, и может быть нет смысла покупать Poco F4 GT, а можно приобрести данный смартфон, потому что те же тапки только в профиль. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Еще раз огромные низкие поклоны. Спасибо тем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов. Вы помогаете проекту. По поводу Pixel 7 Pro, который я недавно гонял, и были вопросы по поводу его автономности при съемке, я специально заснял на камеру одним кадром, как долго он может снимать. На лайв-канале это дело выгрузил. Там также есть примеры того, каким образом он снимает салюты. В общем, там все интересное по мне. Смотрите, тоже не забывайте на лайв-канале. Плюс там стримы с розыгрышами. Резюмировать я бы хотел довольно просто. В районе 20 с копейками можно приобрести этот смарт, если в глобалке 23-25, и он классный. То есть, чтобы играть, чтобы забыть о телефоне на 2-3 года, чтобы даже снимать видео, все в комплекте у тебя есть. И быстрый блок зарядки у тебя есть, и допиленная оболочка уже в наличии, и всякие флеш. Если правильно подобрать цвет, вы сами видите, что он не особо так игровым выглядит. Да, у него есть какие-то минусы, какие-то недочеты. Если брать те же Asus, напоминаю, что у них 2 Type-C-шных входа. Если брать тот же Redmi, здесь по мне не хватает возможности запихать память, возможности подключить проводные наушники мини-джек, но это мелочи. Этот девайс своих денег стоит, вопреки всему, несмотря ни на что, девайсу однозначно да, что в глобалке, что в китайской версии штука допиленная, она мне нравится, она классная за свои, еще раз повторяюсь, деньги. Я когда-то делал обзоры на GT, Poco, притом не один, потом помимо этого на Redmi K50 Mercedes Edition, это допиленная вот эта штука, прямо супер дорогая, она мне обошлась в 5 раз дороже, чем этот смартфон. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что еще купить на обзор. К сожалению, к нему родовские микрофоны не подключите, он сейчас с приличным ветром пытается вам передавать звук. Съемка ведется что вход, что выход на него, девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.